Всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом видеоролике мы будем использовать ламинат не по прямому назначению, а будем делать из него фартук на кухне. Немецкий ламинат 33 класса с фаской с 4 сторон. Кромка ламината пропитана воском, он не подвержен воздействию влаги. Первое, с чего я начал, это с разметки. Высота фартука у нас начинается с 97 сантиметров. Почему так высоко, я объясню. Обычно фартук начинается, столешница стоит на высоте 85-86 сантиметров. Здесь же будет столешница из искусственного камня, плюс еще будет бордюр где-то примерно сантиметров 10. Поэтому и, соответственно, фартук у нас начинается от 97 сантиметров. С левой стороны у нас мы отступаем 55 сантиметров, здесь будет мебельная стойка. С правой стороны у нас аналогично 55 сантиметров будет тоже мебельная стойка. И сверху будет полностью все это закрыто подвесными шкафами. То есть получается, что мы посередине делаем фартук, и он полностью прижимается мебелью со всех сторон. С помощью лазерного уровня я разметил нижнюю границу фартука и прикрутил профиль для гипсокартона. Можно прикрутить пристенный, можно основной, можно правило прикрутить, все что угодно, лишь бы была опора. У меня оставался профиль такой. Также я прочертил горизонтальные линии, где у меня начинается и заканчивается фартук, и, соответственно, я прочертил середину. Сейчас нам надо выложить первый ряд ламината и сделать разметку под отверстия, где будут стоять блоки из розеток и выключателей. Здесь у нас получается группа из двух розеток и одного выключателя. Это выключатель на подсветку. Здесь блок из двух розеток, и здесь у нас одна розетка. Предварительно стену я загрунтовал, она уже высохла. Это белая, это краска. Клеить ламинат мы будем на силикон. Можно клеить также на жидкие гвозди, но мне больше нравится силикон, потому что он более текучий. То есть, когда вы нанесли силикон и приставляете доску к стене, то она прилипает максимально близко, а жидкие гвозди более густые, поэтому возможны какие-то изгибы. Так как стена у меня идеально ровная, она была поштукатурена по маякам, то в принципе никакого уровня мне не потребуется. Я просто буду максимально плотно приклеивать ламинат к стене. Для того, чтобы точно разметить блоки из розеток, я выставил лазерный уровень точно по середине блока из 3 розеток. Сейчас нанесу 2 точки силикона, временно приклеиваю, подставляю сюда ламинат и с помощью лазерного уровня переношу координаты розеток на ламинат, а потом с помощью коронки я их просто просверлю. 2 капельки силикона я нанес, чтобы просто доска держалась. Потому что мне ее еще надо будет отрывать. Лазерный луч – это уровень подрозетников. Переношу с помощью карандаша на ламинат. С помощью лазерного уровня это сделать очень просто. Не надо ничего вымерять.
Теперь с помощью коронки подходящего размера делаем отверстие под подрозетники. Если нет коронки, то можно воспользоваться просто лобзиком. Просверлить дырочку и с помощью лобзика вырезать круг. То же самое проделываем с оставшимися отверстиями. После того, как мы вырезали отверстие под подрозетники, мы приступаем к так называемой укладке. Наносим силикон на обратную сторону ламината и приклеиваем к стене. В нашем ламинате присутствует пластмассовый замок. Это очень удобно, так как можно собирать ламинат по одной доске, не собирая целые полоски. Это очень актуально для фартука, потому что здесь он будет висеть вертикально, а не лежать на полу. Проверяем, насколько хорошо пристает ламинат к стене. Для этого прислоняем ламинат, потом отрываем его и смотрим. Результат удовлетворительный. Приступаем к укладке фартука.
Фартук я закончил. Какие трудности могут вас поджидать? Это самое главное, чтобы стена была ровная, потому что с помощью ламината, герметика или, допустим, жидких гвоздей вы не сможете выровнять основание. Рекомендую промазать вот эти вот края. Также надо промазать силиконом отверстия, которые мы вырезали под подрозетники. И еще вам очень пригодится вот такой вот резиновый молоток, для того, чтобы подстукивать ламинат, чтобы он максимально прилипал к стене. Спасибо за внимание, с вами был Павел Сидорик, до новых встреч. Если понравилось, не забываем ставить лайк, подписываемся на канал, до свидания.